Serious Sam The Next Encounter. Это спин-офф, который никак не связан с основным приключением Сэма и был выпущен между релизом первого и второго пришествия на Xbox и второй части основной серии. Сэм вновь путешествует во времени, но также и в пространстве. Да, Сэм побывал в космосе. Игра ощущается как малый брат, который пытается повторять за старшим братом. Выходит удовлетворительно, хотя когда он пытается быть самобытным, например на уровнях перевертышах, выходит даже лучше. Что ж, давайте разбираться с этим спин-оффом, который был разработан Necro Team, разработчиками оригинальной игры. Сейчас прародителями совсем забыт и вышел не без греха, но мне понравился. Serious Sam War to the Mothership. Именно так Climax Studios, британская студия разработки видеоигр, называла эту игру на ранних этапах разработки. Утверждается, что всего игрой было занято 20 человек, и разрабатывалась она на собственном движке, который был написан с ориентиром в первую очередь на Nintendo GameCube. The Next Encounter получилась компиляцией идей из разных Serious Sam и некоторых других игр, чего разработчики в общем-то и не скрывают. И в целом игра изначально задумывалась как почти тот же самый Сэм, только чтобы работал на консолях PlayStation 2 и GameCube, ведь оригинальный движок удалось перенести только на Xbox. Поэтому здесь Climax использовала свое собственное решение. Враги — это переосмысленные враги из первой части, переработка врагов из альфа-релиза, которые не попали в финальную игру, а также несколько собственных наработок. В схеме управления ориентировались на GoldenEye и Perfect Dark, а система жизней, очков, комбо и режима агрессии отчасти были еще в Serious Sam для Xbox, и отчасти подсмотрены у аркадных игр и их портов на домашние игровые системы. В апреле 2004 года игра вышла одновременно для платформ PlayStation 2 и GameCube. Обзоры тех лет на обоих платформах примерно одинаковые, с небольшим перевесом в сторону консоли от Nintendo. В целом игру описывают как крепкий середняк с несколькими отдельно приятными моментами. И знаете, в целом я согласен с этим определением. Не согласен только с тем, что это плохо. Крепкий середняк с несколькими хорошими идеями, которые отличают его от всех остальных, на этом индустрия держится, по крайней мере держалась раньше. Тем более, что если верить интернету, за игру в момент выхода еще и просили немного меньше full прайса на обоих платформах, и на GameCube, и на PlayStation 2. Игровой контент в обоих версиях одинаковый, даже враги тупят одинаково, но вот в техническом плане игры отличаются. Обе рассматриваемые консоли заметно уступают Xbox и по процессору, и по памяти, и по видеочипу. Поэтому нет ничего удивительного в том, что модели врагов, героев и оружия, которые перекочевали из оригинальной игры, значительно упростились. Врагов на экране хоть и много, но тем не менее вы не увидите ничего подобного этому или, например, финальной битве у пирамиды. А локации мало того, что стали более камерными и зачастую пусты относительно оригинальной игры, хотя и там встречались уровни в виде пустыни и одно здание посередине, так еще и очень часто чередуются с аренами типа кишка. Хоть они и пытаются выглядеть обширным и открытым пространством. Но тем не менее, для целевых платформ это было неплохо, и откровенной тесноты не ощущается. Тем более, что уровни большая открытая арена и прогулки по коридорам зданиям часто чередуются. Разве что за исключением последних нескольких локаций. Конец игры, надо признать, в целом не особо проработан, особенно финальный босс, и ощущается слабее, чем первые 60-70% игры. Шутеры же на GameCube и PlayStation 2 хоть и были зачастую интереснее графически, при этом часто представляли из себя узкие коридоры с 2-3, а иногда 4 врагами. Поэтому нет ничего удивительного в том, что более открытый и насыщенный по части количества врагов на экране Serious Sam The Next Encounter жертвовал ради этого количества полигонами и постэффектами. Если это положительно сказывается на производительности, то почему бы и нет. Но к этому мы вернемся позже. А сейчас давайте начнем с разницы в текстурах. И это традиционно для мультиплатформы слабая сторона GameCube. Текстуры врагов, оружия и основной части окружения идентичны или практически идентичны на обеих платформах. Но разрешение больших текстур, например больших участков травы или асфальта, часто заметно выше на PlayStation 2. Иногда они одинаковые. И даже бывает наоборот. Но это скорее исключение, и в целом разрешение текстур явно выше на консоли от Sony. Но, к сожалению, при большем или одинаковом разрешении иногда текстурированные поверхности выглядят хуже на консоли от Sony. Все дело в фильтрации текстур.
Она присутствует на обеих платформах, но если на GameCube она работает корректно и даже при меньшем разрешении текстуры может создавать их мягкий и приятный вид, то на PlayStation 2 фильтрация почему-то часто работает некорректно. Иногда она не производит фильтрацию вовсе там, где она вообще-то нужна, из-за чего создается эффект дрожания изображения. В иных случаях позиция камеры для работы фильтрации абсолютно неверная и случаются проблемы, как с этой дверью. На GameCube, повторюсь, такой проблемы нет. И это не проблема железа. Во многих играх на PlayStation 2 есть фильтрация текстур, и она работает хорошо. Так что проблема в конкретной реализации. Но если вновь посмотреть на эту сцену, то можно заметить и разницу в затенении. Основная масса запеченного света абсолютно одинакова, и в этом нет ничего удивительного. Но похоже, что некоторый свет и тени готовятся на старте уровня в зависимости от положения солнца. Как пример, статуя в этой локации. На PlayStation 2 они имеют абсолютно статичное освещение и некорректное для сцены затенение. Чего не скажешь про сцену на GameCube. Подсвечники – то же самое. Заметьте, отличается и карта цветного освещения. На GameCube теплый свет от открытого огня отличается от естественного освещения, когда на PlayStation 2 они полностью одинаковы. Что странно, учитывая, что в игре нет динамического освещения, и представленное здесь это тоже запеченное заранее. Что не странно, так это то, что эффект отражения глади воды выглядит лучше на PlayStation 2. Просто потому, что текстуры, с помощью которых они сделаны, имеют разрешение выше, чем у GameCube. Но все меняется, если игрок опустится в эту воду. Здесь разница в текстурах уже не так заметна, зато заметно полное отсутствие эффекта размытия и цветокоррекции на PlayStation 2. Поверхность глади воды также значительно упрощена на платформе от Sony. Листва деревьев и еще один пострадавший на платформе от Sony. Каждая ветка — это плоскость текстуры и большим количеством альфа-канала. Видимо, это сильно било по производительности, поэтому их версия в высоком разрешении не подгружается, пока вы не приблизитесь к ним вплотную. Добавьте сюда полное игнорирование затенения на разных сторонах, и вы получите сцену, которая сильно проигрывает ей же на GameCube. Только текстура террейна выше по качеству, чем на GameCube, но это уже привычно. К сожалению, на PlayStation 2 в этой игре также отсутствует полностью ряд эффектов. Serious Sam Next Encounter часто применяет в катсценах размытия экрана, что полностью отсутствует на PlayStation 2. То же самое касается и эффектов искажения воды, например при пролете камеры через нее, или эффектов полноэкранного размытия при атаке мечников по вам. Из того, что еще явно бросается в глаза, это эффект дымки, например от лавы или туман. И да, на PlayStation 2 полное их отсутствие. Безголовый камикадзе свой смертельный взрыв на GameCube сопровождает эффектом искажения вокруг себя на короткое время. На PlayStation 2 вы уже поняли. Снайперская винтовка на платформе Nintendo в окуляре показывает все то, что захватывает прицел с эффектом рыбьего глаза. На PlayStation 2 статичный спрайт всю игру. Но отличия не заканчиваются на визуальной части. Дело в том, что звук PlayStation 2 более низкого качества, чем на GameCube. Послушайте. Частота дискретизации явно одинакова, но битрейт существенно ниже на консоли от Sony, из-за чего игра звучит гораздо более плоско. Отличается и разрешение рендера: 512 на 448 на PlayStation 2 и 640 на 448 на GameCube. Без модификаций Serious Sam The Next Encounter на обеих платформах работает только в режиме 480i. Хотя с помощью Swiss и GSM обе же платформы без каких-либо проблем воспроизводят эту игру в 480p. Также обе версии игры поддерживают широкоформатный режим, и он корректный. То есть он достигается не путем обрезания кадра с соотношением сторон 4 к 3 по высоте, а с помощью увеличения угла обзора по ширине, что на GameCube, что на PlayStation 2. В таком режиме я проходил обе версии, и именно в широкоформатном режиме я и тестировал эти две игры. Да, я перехожу к замерам фреймрейта. И еще, пожалуйста, хватит в комментариях писать и спрашивать про Teardrop. Я не пользуюсь этой программой для замера фреймрейта, я использую написанным для себя же решением FrameC Up. Начнем с PlayStation 2.
Игра работает при локе в 30 кадров, но, как вы могли успеть заметить, не удерживает эту цифру 100% времени. При скоплении геометрии в кадре, будь то враги или строения, игра теряет несколько кадров. При нагруженных битвах на открытых пространствах счетчик кадров может приблизиться к 20 и даже иногда упасть ниже, хотя последнее бывает очень редко. 30 кадров в секунду в целом не очень подходят этой игре, завязанной на динамике. К этому можно привыкнуть, но регулярные падения частоты кадров будут напоминать о себе. В целом не получается приятного опыта. Повторюсь, если бы 30 кадров держались 90-95% времени, это был бы хороший результат. Но так, к сожалению, фреймдропы постоянно вырывают ваше внимание из битвы. Что же GameCube? Здесь игра имеет цель в 60 кадров в секунду, что для такого шутера значительно лучше ощущается и играется. Но, к сожалению, и здесь железу не получается удержать их всю игру. Бои с малым и средним количеством врагов на пустынных аренах держатся более-менее стабильно. Бои с большим количеством геометрии работают в диапазоне 55-60 кадров. Но если начинается стресс-тест, к примеру, большое количество геометрии, например, строений в кадре, игрок оказывается в середине большого количества врагов и еще достанет огнемет, что даст очень большое количество эффектов в кадре. В таком случае счетчик кадров запросто уйдет ниже 50 и будет крутиться рядом с отметкой 40. Да, в игре множество локаций, которые держатся 60 кадров в секунду 90-95% времени. Но также есть немало мест, где воевать придется при 55 кадрах, а порой и заметно ниже, что тоже будет вырывать ваше внимание от самих боев. Да, с точки зрения отклика управления это все еще лучше, чем 30 кадров, но когда случаются сильные падения, не замечать этого вы не сможете. Тем более, что порой это приводит к тирингу. Итоговый результат однозначен. GameCube версия превосходит PlayStation 2 во всем, кроме разрешения текстур у некоторых больших поверхностей. Эффекты, звук, производительность, общая визуальная картинка. Если вы выбираете, на какой платформе ознакомиться с этой игрой, то ответ очевиден. Nintendo GameCube. Даже если вы собираетесь проходить игру с помощью эмуляции. 60 кадров в секунду меняет ощущение от этой игры. Добавляйте сюда и то, что производительность в сплитскрине тоже заметно выше на платформе от Nintendo. К тому же там поддерживается режим на 4 игроков, если кому интересно. Другое дело, что идеальной версии все равно нет. Да, GameCube однозначно лучше по части производительности в этой игре, но все равно далеко не идеальные 60 кадров в секунду. Да, эмуляция это исправит, но не забывайте, что некоторые текстуры все равно лучше на PlayStation 2. Если же выбирать среди неидеальных, то Serious Sam The Next Encounter для GameCube в технических аспектах просто значительно лучшая версия для PlayStation 2, практически во всем. Что же до самой игры? Как я уже говорил в начале видео, она не дотягивает до оригинала. Но это не делает ее плохой. Она пытается передать дух того самого Сэма, пусть и с консольным характером того поколения. Но зачастую у нее это и правда удается. Оглядываясь на мой опыт Serious Sam Before Next Encounter, я бы предпочел играть в The Next Encounter. Это гораздо больше Serious Sam, чем третья часть в основной серии. Да, финальные уровни подзатянуты, а финальный босс вообще слит. Но в ней есть стрельба из пулемета 10 минут подряд, стрейф, ходьба назад от толпы монстров на открытых локациях, большой выбор оружия, бездумность происходящего в хорошем смысле, и даже появляются интересные идеи, например, заигрыванием с физикой. Это не шедевр, но крепкий середняк с несколькими интересными идеями, которые неплохо реализованы. Только выбирайте версию для GameCube, даже для эмуляции.